Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению подвески из медной проволоки с использованием кристалла в виде сердца. Сначала изготовим крепление для тросика. Для этого нам нужен отрезок проволоки 15 см диаметром 0,5 мм. Находим середину проволоки и накручиваем 3 полных витка на круглогубцы. Скручиваем вместе концы и разводим проволоку в разные стороны. Отмеряем два отрезка проволоки толщиной 0,8 мм, один 10 см, другой 12 см. Отмеряем еще 4 отрезка проволоки по 10 см толщиной 0,5 мм. Сдвигаем проволоку. Фиксируем проволоку малярным скотчем сбоку от середины. Кладем держатель для тросика вертикально по центру всех отрезков проволоки и обкручиваем концами по обе стороны отверстия для тросика. Поворачиваем на другую сторону и откусываем лишнюю проволоку. Кладем нашу заготовку на бок так, чтобы толстая проволока была сверху. Поднимаем два самых длинных конца вверх. Нанизываем бисер. На левом конце делаем маленькую петельку. Нанизываем бисер на правый конец. Продеваем его в петлю на левом конце и делаем небольшую петлю. Изгибаем проволоку в виде сердца и примеряем кристалл. Убираем кристалл, заводим влево и вправо под бисер проволоку, которая толщиной 0,8 мм, и отгибаем концы назад. Поворачиваем заготовку на другую сторону. Откусываем концы и закрепляем под бисером. Кладем кристалл, поднимаем концы нижнего ряда и укладываем их крест-накрест по обе стороны верхней петли. Концы загибаем назад. Поднимаем концы следующего ряда и кладем их крест-накрест между верхней и средней бисеринкой и загибаем назад. То же самое делаем с концами следующего ряда, только укладываем их между нижней и средней бисеринкой и загибаем назад. Последний ряд укладываем концы крест-накрест под бисером. Поворачиваем на другую сторону, откусываем лишние концы и закрепляем их за основу. Отгибаем петлю и нанизываем бисер. Держатель для тросика наклоняем вперед и раздвигаем витки веером. Сделаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Теперь осталось отполировать медную проволоку войлочным диском с использованием полироли. Таким образом можно оплетать не только сердечки, но и овальные и круглые кабошоны. Царь Давид носил в сердце мечту построить величественный храм для Бога. Он собрал в Иерусалим всех вождей израильских и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня
и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный, и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч!